Добро пожаловать, друзья, на канал Фактограф. Сегодня мы поговорим о таинственных подземных цивилизациях. Многие люди верят в их существование, другие же считают это вымыслом. Но что на самом деле находится под землей? Может ли там скрываться целый мир со своей историей и культурой? Давайте вместе разберемся в этой загадочной теме. Согласно древним преданиям, на Земле есть два мира – наземный и подземный. Первый – это наш мир. Он реальный и всем знакомый. Второй мир находится под землей, и путь в него закрыт. Но если путь в подземный мир закрыт и никто его не видел, то, может, его попросту не существует? Может, это просто вымысел, сказка для детей? Не исключено. Но если вы покопаетесь в истории, то убедитесь, что в разные временные периоды люди по разным причинам жили под землей. Например, в местах с экстремальным климатом люди уходили под землю летом, чтобы не замерзнуть, а зимой, чтобы согреться. Они рыли подземные жилища. Если не было материалов для строительства домов, под землей также было безопасное место, где можно было спрятаться от врагов. Во время чрезвычайных ситуаций жители уходили под землю, но не оставались там надолго, возможно, на несколько недель. Но это не подземная цивилизация, а скорее временные укрытия и жилища. Цивилизация – это организованное общество разумных существ, имеющее постоянное поселение и столицу. Каждая отдельная цивилизация отличается своим искусством и языком. Ее общество разделяет единую этику и ценности, использует определенные ресурсы. Может ли что-то подобное существовать под землей? Давайте ответим просто и четко на этот вопрос. Да, может. Пустоты в земной коре встречаются по всему миру, и подземная цивилизация может действительно существовать, учитывая достаточно комфортные условия жизни под землей. Упоминание о подземной цивилизации в мирах разных народов и на разных материках встречается достаточно часто. И если раньше предположения о возможности реального существования подземной цивилизации казались ученым глупыми фантазиями, то сейчас многие исследователи уже не склонны быть столь категоричными. В последние десятилетия число посетителей пещер заметно возросло. Все глубже и глубже пробиваются в недра Земли искатели приключений и горняки. Все чаще они наталкиваются на следы деятельности таинственных подземных жителей. Внутри нашей планеты настолько много места, что там может поместиться не только одна, но и 2-3 цивилизации. Возможно ли такое и какие есть доказательства? Давайте рассмотрим на реальных примерах. Но перед этим пройдемся по фантастическим версиям. Если взять и объединить все фантастические теории, то получится примерно следующее. Под всей поверхностью Земли, включая и дно Мирового океана, расположена колоссальная подземная система тоннелей и помещений, связанных между собой. По сути, это другой мир, который является зеркальным отражением наземной человеческой цивилизации. Глубина этих тоннелей колеблется от нескольких метров до нескольких километров. Но как появилась эта подземная цивилизация и кто там живет? Здесь мнения энтузиастов расходятся. Одни утверждают, что это наследство древних высокоразвитых цивилизаций, существовавших еще до начала разумной деятельности современного человечества. А жить под землей могут потомки атлантов, населяющих Атлантиду, мифический континент, который бесследно исчез. Другие любители загадок и паранаучных явлений считают, что подземные ходы проделали инопланетяне и перемещаются там на своих тарелках. Третья группа знатоков уверяет, что под нашими ногами поселились рептилоиды. Когда-то рептилии главенствовали на Земле, но когда их могуществу пришел конец, люди стали их уничтожать, и они были вынуждены уйти под землю. Также есть версия, что подземелья – это места обитания особого рода существ, память о которых сохранилась в древних мифах и легендах. Так под землю якобы ушли создания в человеческом сознании, представшие как гномы, великаны или даже эльфы. Есть ли для этих теорий какие-то реальные основания? Нет, но это не мешает приверженцам таких взглядов уверенно заявлять об их правдоподобности. Если же говорить о более реальных теориях, то особенно много рассказов ходит о таинственных южноамериканских тоннелях. Там есть удивительные пещеры, связанные бесконечными запутанными переходами.
так называемые чинканасы. Эти многокилометровые подземные ходы полны тайн и загадок. Подземные тоннели расположены недалеко от города Куско в Перу, в районе развалин крепости Саксайоаман. На сегодняшний день эти подземные пустоты практически не исследованы. Более того, по указанию местных властей все входы в Чинкана были надежно запечатаны. Но почему их закрыли вместо того, чтобы изучить? Дело в том, что в опасные пещеры людей манили легенды о спрятанных там сокровищах инков. Потому вплоть до недавнего времени туда постоянно отправлялись группы авантюристов. Возвращались немногие, но и они уже не были способны к нормальной жизни. Люди попросту лишались разума и становились пациентами психиатрических клиник. Судя по всему, они сталкивались с чем-то настолько пугающим, что психика просто-напросто не выдерживала и ломалась. Некоторые всерьез считают, что в Чинканас до сих пор живут потомки инков, отгородившиеся таким образом от внешнего мира. Абсурд? Возможно. Скептики же утверждают, что шумиха вокруг них создана СМИ и туристическими организациями, а Чинканас на самом деле просто природные подземные пещеры. Вопреки этой точке зрения, многие исследования показали, что тоннели были созданы человеком, ведь в них присутствуют лестницы, а также входные проломы имеют очень нетипичную форму. Сегодня Чинканас так и остается самой большой археологической загадкой Южной Америки, которые скрывают наследие древнего мира. Также похвастаться древними туннелями может Юго-Восточная Азия. Особенно много легенд ходит о подземном мире Тибета и Гималаев. Здесь в горах имеются тоннели, уходящие глубоко в землю. Считается, что знаменитая Шамбала, мифическое буддийское царство, находится именно там, в многочисленных пещерах Тибета. Они соединены подземными ходами и тоннелями. Также готовые тоннели использовались и в других целях – сохранение генофонда Земли и основных ценностей. Посвященные в это не раз упоминали о хранящихся в подземелье необычных средствах передвижения. Подземные тоннели и египетские пирамиды также могут быть связаны. Последние исследования ученых показывают, что под пирамидами внутри плато Гиза скрыты до сих пор неизученные подземные сооружения. Более того, тоннели в Южной Америке, уходящие по дну Атлантического океана, могут идти навстречу египетским тоннелям. Но официальных заявлений об этом нет, поэтому трудно понять, где кончается легенда и начинается правда. В турецкой Каппадокии было обнаружено несколько десятков подземных городов, связанных между собой тоннелями. Ученые относят города ко второму тысячелетию до нашей эры. Десятки тысяч жителей могли здесь не только укрываться какое-то время, но и полноценно провести всю жизнь. Соорудить такие масштабные подземные сооружения примитивными инструментами и без сложных расчетов было древним людям не под силу. Но почему древние люди предпочитали жить под землей? Каппадокия являлась важным перекрестком цивилизации древности, будучи расположенной на пересечении путей и границ Ближнего Востока, Античного Запада, Междуречья, Арабского Востока, Византии и так далее. В силу этого население этих мест часто оказывалось заложником социальной нестабильности, войн, религиозных преследований и тому подобного. По этой причине существование крупномасштабных убежищ или скрытых городов было весьма предусмотрительным, а иногда и жизненно необходимым. Согласно Atlas Obscura, одним из крупнейших подземных городов Каппадокии является Деринкую. Он был обнаружен в 1963 году и поразил современных архитекторов идеальной системой жизнеобеспечения. Все здесь продумывалось до мелочей. Помещения для животных, склады для продовольствия, комнаты для приготовления и приема пищи, для сна, для собраний и даже религиозные храмы и школы. Кроме того, подземелье оборудовано уникальной системой вентиляции, которая продолжает снабжать тоннели свежим воздухом и сегодня. В Деринкую, по оценкам историков и археологов, могло одновременно находиться в достаточно комфортных условиях около 20 тысяч человек. При этом город еще полностью не исследован, поэтому масштабы могут оказаться гораздо большими. Деринкую и другие удивительные катакомбы и подземные города мы уже рассматривали ранее. Кто хочет еще больше узнать о подземном мире, переходите по ссылке и смотрите.
Наша планета хранит в себе множество тайн, которые человечеству еще предстоит открыть. Самая глубокая скважина, которую проделывали люди вглубь Земли, достигает чуть больше 12 километров. А это всего 0,2% пути до центра планеты. На каждом континенте есть свои подземные пещеры и тоннели, которые мало исследованы по тем или иным причинам. Все подземные ходы имеют одну общую черту. Они словно бы выжжены в земной тверди. Их стенки представляют собой затвердевший расплав горных пород, внешне похожий на стекло. Современному человечеству подобная горнопроходческая технология неизвестна. Также заметно, что чем древнее и глубже тоннель, тем он совершеннее по конструкции и точнее ориентирован. Как такое возможно? Вероятно, в глубокой древности на Земле действительно существовала какая-то высоко развитая цивилизация, которая по непонятным причинам исчезла с поверхности планеты, оставив на ней только наших нецивилизованных предков. Но никто не может предоставить реальные доказательства, которые подтвердили бы или опровергли это убеждение. Вопрос существования древней подземной цивилизации остается открытым и требует дополнительного изучения. Верить в ту или иную гипотезу или нет – выбор за вами. На этом у нас все, друзья. А как вы считаете, хозяйничает ли кто-то внутри нашей планеты сегодня и жил ли там кто-то в древние времена? Или это просто выдумки и легенды? Делитесь своим мнением в комментариях.